Привет всем, дорогие друзья! С вами снова я, Джокер. И сегодня мы поиграем в Metal Gear Solid 1. Давайте начнем новую игру. New Game. Надо нажать старт, окей. Возьмем нормал, я всегда беру нормал во всех играх. Твою мать. Управление Metal Gear Solid всегда меня вводило в ступор. Сначала они заставляют тебя нажимать старт, потом крестик, потом кружок. Это кошмар. Знаменитое интро Metal Gear Solid. Это маска, которую мы увидим только в самом начале игры. Ликвид. Славный Ликвид. Я пропустил целую мириаду просто. Целую мириаду всяких этих брифингов, но это было бы глупо включать их сейчас. Летсплей. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. Игра сразу ломает четвертую стену и как бы не сисюкается. Нажми press button, если хочешь со мной поговорить. И причем вот эту частоту действительно надо запоминать. Сразу она не сохраняется в кодеке 140.85. То есть, например, если я сейчас захочу позвонить... Ну да, она как бы есть, по умолчанию стоит. Но если я, например... Так, ага, стик. Интересно, стик здесь не задействован как... То, чем можно. Мне всегда нравился вот этот момент. Declaration, да. Мне всегда нравился этот момент, что в начале Metal Gear Solid, когда ты уже начинаешь играть, идут титры. Мне кажется, на тот момент это, по-моему, была первая игра, которая делала такое. Я сразу говорю, что я в эту игру играл очень давно, и смотрите на эти эффекты отражения воды, какие они клевые. Да, мне нравится, как камера вообще используется в этой игре. Очень здорово она используется. Да, мне надо привыкнуть к тому, что надо управлять крестовиной. Все-таки я уже давненько не играл крестовины. Последний раз, когда я играл крестовины, был, когда я проходил Resident Evil, по-моему. Здесь, насколько я понимаю, да, тоже рацион есть. Твою мать! Позевал я. Ну, сейчас я, по-моему, успею скрыться. Солитон радар, конечно, мне все показывает. Это немножко читерский он, конечно. То есть после более поздних Metal Gear'ов, конечно, это все действительно... О, еще один рацион, но он у меня уже не помещается. Но как раз я сейчас могу использовать рацион свой, если вспомню. Да, вот. Ага, все. Ага. Не звонят. Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. Да. Окей, ладно, давайте еще раз позвоним кому.
Даже не представилась, посмотрите на нее. Но она представится позже. Пока мы не знаем, что это за телочка с британским акцентом, но очень скоро узнаем. Да, нет, игра выглядит изумительно. То есть в ней столько стиля, в ней столько атмосферы. Ха. Да, это стоит гораздо больше, чем просто продвинутый движок. Когда я первый раз, помню, проходил, я думал, что это сам Liquid Ocelot. Ну, конечно, тогда я еще... Ой, какой Liquid Ocelot? Я думал, что это сам Liquid Снейк. Смотрите, как он... Все, можно назад идти. Да, меня чуть не заметили. Мне всегда нравились эти камуфляжи. Да, когда я первый раз проходил игру, мне казалось, что это Liquid Снейк спускается вниз опять. И мне было действительно страшно, потому что он таким был внушительным в этом своем плаще. И вот сейчас будет иконическая катсцена. Кто же это под маской? Кто же этот человек? Они учли даже влагу, которая расплывается с мокрой одежды. Конечно же, директор by Хидео Коджима в самом пафосном моменте катсцены. Konami. Когда-то вы помогали делать великие игры. Metal Gear Solid, леди и джентльмены. Игра, которая изменила судьбу Sony PlayStation раз и навсегда. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Знакомая фраза, ребята. I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. F-16 это истребитель, если кто не знает. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? Я обожаю, как дергается его голова каждый раз, когда он говорит, потому что им надо как-то показать, что персонаж разговаривает в данный момент. Поразительно, мой контроллер вибрирует так же, как в день, когда я купил свою PlayStation 3. Об этих аккумуляторах, об этих как сказать, механизмах говорят, что они со временем склонны к тому, чтобы изнашиваться и вызывать меньшую вибрацию, но ничего подобного. Консоль у меня уже 5 лет, а ролик вибрирует как новый. Классно, классно. Wow, you must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing.
I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. Это, кстати, только что была любимая фраза Солида Снейка, точнее, любимая фраза Дэвида Хейтера, которую он говорил от лица Солида Снейка. То есть он во многих интервью говорил, что вот эта фраза, которую он говорит Мэйлинг, насчет того, что она такая милая, и он этого не ожидал, она его любимая фраза. Да, пожалуйста, объясни мне, в Metal Gear Solid много этого. Да ты что, я бы никогда не догадался. У них обостренное зрение и слух. Только в игре это никак не проявляется, они видят только на расстоянии 5 метров. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Да. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Got it. Got it. Моя пародия Снейка ужасно, мне надо над ней работать. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Винк-винк. Черт, ты только что прослушал ее частоту, о которой она говорила. Блин. А, боже. Я засмотрелся на ее симпатичное личико. Сколько грязных словечек тут в первой части ей забыл. How did you do that? In my stomach, thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. In my stomach. То есть он проглотил пачку сигарет? Я вот забыл про этот диалог, но, черт побери, похоже, да. Снейк, я, конечно, понимаю, что ты любишь курить, но не до такой же степени, черт побери. Да, мне, кстати, всегда нравился этот момент, где он сам выбирает бинокль и... Причем делает это не как в виде катсцены, а именно как будто я сам это делаю. Да, меня всегда забавлял этот момент. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. Да, они сейчас объясняют все входы в этот фасилити, но когда я первый раз играл, я был настолько растерян, что ничего этого, никакая... То есть вся эта информация проходила мимо моего внимания, и я просто любовался всем тем, что... Всем этим антуражем зимним. Я вообще люблю зиму в играх. К сожалению, ее очень мало встречается как в играх, так и в кино. Почему-то зиму не особо любят показывать. Ну, потому что, наверное... Это геморрой снимать фильмы зимой и так далее. Твою мать, я думал, что успею. Да, я сосу сегодня. Посасываю по самые гланды. Ну, я проник, но это было отвратительно. Мне даже немного стыдно. Ну, ладно. Я хотел просто перед вами выпендриться и взять тот ящик. Но я не смог этого сделать. Ну, хотя бы с амбициями я провалился, а не просто так. Согласитесь, это лучше. Так, хорошо. Давайте рацион используем. Не уверен, что я восстановил все здоровье. Не помню я,
Очень темно в этой вентиляции. Но мне всегда это нравилось. Это, по-моему, это рацион лежит. Хотя я не уверен. Возможно, это боеприпасы. Но пока мы не увидим это своими глазами, не узнаем. Рацион. Отлично. Как раз у нас всего 2 помещается. И да, здесь клетка. Хорошо. Гарри Грегсон Уильямс, как композитор, начал делать саундтреки к играм серии со 2-й части. Но я должен сказать, что, пожалуй, вот этот старомодный и такой очень странный саундтрек 1-й части, это, пожалуй, мой любимый саундтрек во всей серии. Притом, мне нравятся саундтреки почти, ну, мне нравятся вот эти маленькие восклицательные знаки, которые у крыс появляются. Кого ты обманываешь, Ликвид? For some peace and quiet. Once in a while, I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. По идее, все это надо записывать, но я этого не делаю. Я думаю, если я ему сейчас сразу перезвоню, то сохранится у меня в кодеке. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? То, что вот сейчас он сказал про крыс, которые поедают свои, не своих, так скажем, детей, чтобы сохранить свои собственные гены, это... Я никогда этого не замечал на самом деле, но это такой большой намек на концовку всей игры. Гениально. Ну, Коджима, как всегда, конечно, поражает. Давай, сейчас вам позвоним. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Ну, окей, он мне... If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. Следи за да, следуй за крысами. Мастер, ну все, в принципе, в памяти все это осталось. Блин, я еще раз ему позвонил. Snake, when you enter a narrow space, you'll automatically go into intrusion mode. Press up on the directional button to go forward and down to retreat back. Кэмпбелл продолжает ломать 4-ю стену, несмотря ни на что. Advance while hiding yourself. Pay attention to the enemy's actions and make sure you're not discovered. But be careful. You can't attack while you're in intrusion mode either. And even if you go into intrusion mode while you're being chased, the enemy's grenades will still follow you. Snake, first you've got to find the DARPA chief. Look for clues. Кстати, вот если не посмотреть, вообще не слушать брифинг, вы даже попервые не будете знать, в чем состоит суть. О, черт, я под водой. Окей. То вы даже не будете знать, в чем суть вашей операции. Ну, всей этой операции состоит. Не, ну они клево воду реализовали, блин, особенно до того времени. Мыши на меня реагируют своими восклицательными знаками. Поэтому да, я не стал, конечно, показывать брифинг вам, чтобы не тратить ваше время, но там все это, в принципе, объясняется. Нашей целью является освобождение шефа DARPA. Это такая организация очень важная. И еще какого-то полковника или кто он там. Честно говоря, я уже не помню. Не судите строго. Но я перепрохожу игру, так что да, я сейчас все это вспомню. Окей, ладно. Для начала вылезем отсюда. Окей. Кэмпбелл нам звонит. Use the elevator to change floors.
There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Cargo elevator — это грузовой лифт, если кто не знает. Просто здесь пробежимся. В принципе, тут, насколько я помню, на этом этаже камер нет. Да, усовершенствованный геномный солдат. Ни слухом, ни духом о том, что рядом находится. Вот, да, у камеры здесь желтый идет подсвет. Желтый подсвет, да. Окей, сейчас мы просто под камеру зайдем, когда она повернет в нужную нам сторону. Все. Нет, 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 нет. Так, что я должен нажать? Тут есть вид от первого лица, надо же. Тут просто, по-моему, надо пройти, да? Но у меня нет карты, да? Окей, ладно, хорошо. Да, я немножко пока теряюсь в этом управлении. Но ничего, это временно. Это просто надо привыкнуть. Когда я привык к этому управлению... Что за красная точка стоит? Ну окей, да, это типа отображает то, что он как бы есть, но он меня не может видеть, потому что он на другом этаже. Хорошо, ладно. Тут у нас, значит, коробчонка лежит с чем-то. С чем непонятно. Соком, это же вроде пистолет. По-моему, летального действия пистолет, то есть боевыми патронами, которые стреляют. Давайте-ка проверим. Соком полуавтоматический пистолет. Чтобы прицелиться, удерживайте квадрат. Окей. Release to fire. Интересно, ребята, интересно. Нет, я не хочу сейчас... Да, магия Metal Gear ранних частей, во всяком случае, в том состоит, что когда вы в инвентарь заходите, весь мир, как и, собственно, сам Снейк, останавливается. То же самое происходит и во время звонка на кодек. Сюда я пройду, интересно. Ну, тут вообще со второго уровня... Ой, тихо, 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 тихо. Окей. Бежим, бежим, бежим. А это что еще такое? О, гранаты. Слеповые, по-моему, чав. Или нет? Или это дымовые идут? Да, надо пока разбираться с этим управлением. Тихо, блин. Чуть не запалил себя. Так, ну окей, нам на первый этаж, собственно говоря. Хорошо, ладно. Вообще я могу... Нет, я не могу, да? Окей, ладно, я тогда тем же путем вернусь назад. Так, ну здесь камера меня не будет видеть. Да, я уже вижу этот лифт. Сейчас я в него без труда проникну. Солитон радар мне в этом поможет. В мероприятии. Окей, бежим вниз. Твою мать. Я сосу соленые болсы просто сегодня.
Без труда проникну я на элеватор, сказал я вам. А в итоге облажался по полной программе. Но, черт побери, я абсолютно не помню, как управлять этой игрой. Что я могу сказать еще в свое оправдание? Больше ничего я, собственно говоря, не могу. Мне звонил Кэмпбелл. По-моему, я опять себя в тупик загоняю сейчас. Мне лучше вот сюда зайти за эти конструкции. Но с другой стороны, я не знаю, как еще можно взаимодействовать с теми или иными панелями. Давайте позвоним Кэмпбеллу. Что он скажет? First, hold down the R2 button to enter weapon mode. Then select the weapon you want with the directional button. After you've selected the weapon you... Объясняет нам, как стрелять, но мне совсем это не нужно. Пусть про элеватор что-нибудь скажет. Кодек систем, ты серьезно ли? А как же я тебе позвонил, если я не умею управлять кодеком? Гребаный гений. Стоп. Окей, вот мне позвонил Кэмпбелл насчет элеватора. Snake, use the elevator to move from floor to floor. To call the elevator, press the button on the nearby control panel by pressing the action button. The elevator should show up in no time. Action button, ну я понял. А, ну вот, ну все замечательно. Это грузовой элеватор, как вы... Вовремя закрылся, блин. Как раз подходил уже геномный солдат. Такой, кто это там? Пожалуй, я ничего не видел, решил этот солдат. Окей, мне опять звонят. Окей, Мейлинг. I will, Harry. Удар по чифу вот здесь вот находится, за... Угу. Клево вот они сделали, что можно за стенку. Кстати, вот он сидит. Чё-то он там голову чешет. Да. Эта дверь у нас, естественно, не откроется. У нас к ней еще нет доступа. Тут, кстати, тоже очень интересная особа сидит, но мы не можем пока посмотреть. А, нет. Я немножко дезориентировался, нет. Не здесь, в другом месте. Use the ladder, сейчас скажет. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Отлично. Кэмпбеллу вообще насрать, что здесь должно быть какое-то погружение. Он просто четвертую стену ломает, как непослушную сучку. Да. Окей. Вот, кстати, если мы сейчас сюда пролезем, тут кое-что интересное мы можем увидеть. Да? Нет? Окей, ладно. Ну, здесь у нас опять... пистолеты для... пуль для нашего пистолета. Окей. Идем назад. Я думаю, мы сейчас поговорим с шефом Дарпы. Я сохранюсь, и на этом все. Я думаю, я сделаю еще одну часть. Может, больше. Посмотрим. Возможно, я сделаю... Так, окей. Подождите-ка. Да. Вот эта камера. Сюда можно посмотреть каким-то образом. Я не уверен, каким. Каким образом мне посмотреть вниз? Это очень интересный вид там открывается, честно говоря. Окей, видимо, рано, я не знаю.
The DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Нет, стоп. First person view mode, да, смотрите. Нет. Да, вот. Точно. Сейчас мы посмотрим туда. Куда я хотел посмотреть изначально. Тут есть один такой небольшой трюк, о котором я узнал в одном из подкастов по Metal Gear, который я слушал. Это очень клевый трюк. Сейчас мы его проверим. Нет, не сработал. Кто-то просто сказал, что если посмотреть на нее один раз, потом вернуться и посмотреть еще раз, и потом еще раз, то с каждым разом на Мэрил будет все меньше одежды. Не знаю, видимо, это была утка, или просто в PlayStation 3 версии это не работает. Да, она все так же качает пресс во всей своей одежде. Жаль. Окей. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? Как вам его галстук, а? Лично я просто тащусь от него. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? Готов к кинцу? We're conducting exercises. По-моему, если я сейчас не ошибаюсь. Experimental weapon. A weapon Если я не ошибаюсь, сейчас тут будет кинцо, нет? What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Да, кинцо. Сейчас знаменитая фраза Снейка будет, кстати. Готовьтесь. Metal Gear. It can be. Обожаю, блять. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. Да. So that's the reason you were here at this disposal. Я обожаю это. Why else would I come to a god-forsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. Armstech, да. We were going to use this exercise. Все эти организации, бля, их тут так много. Когда я вникал в лор Metal Gear, у меня голова болела, когда я пытался запомнить все эти компании. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Снейк просто как про сразу спрятался. Nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh,
You mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? Бейкер, да. Рой Бейкер, по-моему, или как-то так. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Первое упоминание Сайко Мантиса, иконического злодея серии. He has psychic powers. This is bad. Да уж. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were Card designed by keys. the system developers as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Экспозиция at its finest просто. Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard Second floor basement. Card keys. Metal Gear. It can be. Any other clues? Снейк просто как but didn't have enough time to paint them. как олигофрен. Ничего не понимает, несколько раз переспрашивает, чтобы мы с вами поняли, о чем идет речь. Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. Level 1. It's called a pad. Еще одна условность. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? Electrical field. То есть таким образом они объяснили, что нам не придется каждый раз втыкать эту карточку в слоты, а просто проходить мимо. Даже это они посчитали нужным объяснить. Ну, я не против. Это мило. Haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Чувак. Это было мрачно. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Президент Бейкер. Так, стоп, он президент? Черт, я забыл. Рациончик. Там какой-то экшен уже происходит. Нужно сходить проверить. Насколько я помню, тут надо подождать. Судя по, кстати, огонькам, вы можете представить, что там происходит.
Но это на радаре вижу, что она меня держит на мушке. Сейчас будет держать, точнее. Снейк, ты совсем не пользуешься радаром. Она с другой стороны, чувак. Не сет. Снейк. So you killed the chief, you bastard. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. Я... Так... Don't think, shoot! Как стрелять, я не помню. А, ну вот, все. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. Вон еще ребятки ведут. You, shoot! Ну, сейчас мы... Ой, молодец, Мэрил. Четко. Сохранил мне патроны. Класс. О, нет, не вовремя. О, черт, какой отстой. Не вовремя лег прям под мину, блять. Снейк. Интересно, с какого момента это будет? Окей, катсцену смотреть опять, да? По-моему, я смогу ее пропустить. В те времена это еще можно было делать. Окей, ладно. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! И все это время на фоне Джонни Сасаки с голой жопой лежит. Я когда первый раз, конечно, играл, мне это немножко шокировало, что в игре есть такой момент с этим вот человеком голым. Просто тот момент, когда Снейк поворачивается в его сторону, он невероятно дезориентирует, честно говоря. А, черт, хрен с ним, ладно. Сейчас подберем. Нет! Мэрил! Все, есть. Мы выжили. В этот раз. Thanks for the help. Wait! Супер важный момент во всей игре. Запомните, как Мэрил виляет задницей. Только у нас, только в Metal Gear. I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea.
Откуда пришел этот флешбэк или что это было? Меня вот это интересует. Все-таки до этого нам все показывали именно с перспективы Солида. Хотя нет, до этого нам показывали, как Мэрил подслушивает, да, поэтому да. Тут немножко иной стиль повествования. Ну, режиссура уже здесь промелькивает. Хидео Коджимы уникальнейшая. Криповые моменты уже начинают себя показывать, которыми славился Metal Gear всегда и по сей день. Да. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. So that was Mantis. Мне нравится, что они сделали вот эти вот лампы дневного света такими полупрозрачными, но они их сделали, что они, да, они присутствуют тут. Очень клево. Окей, ребят, думаю, на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравился этот летсплей. Я обязательно сделаю вторую часть, и, возможно, и третью, и четвертую, и пятую, шестую. Пока я не пройду весь Metal Gear. Благо дело, он довольно короткий по сравнению с предыдущими, точнее, с последующими играми серии Solid. Что ж, ладно, да. Всем до скорого, но сейчас мы, конечно же, сохранимся. What's up, Snake? Сейв. Yay. Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China. But I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Ах ты лис, Снейк.